Здравствуйте, дорогие друзья! Всех приветствую, меня зовут Александр, я живу в Анапе, рассказываю в своих стримах о своей жизни в Анапе. Сегодня я как-то, когда садился перед камерой, я думаю, если зрителей не будет, и не буду ничего рассказывать, буду просто молчать. Когда кто-то зайдет и что-то спросит, тогда буду отвечать. Но потом думаю, зачем такие эксперименты? Поэтому сейчас коротко расскажу. Вчера мы с Наташей гуляли, а вот и первый зритель из города государственного преступника Алексей Скворцов. Привет, Алексей. Вчера с Наташей гуляли. Погода в Анапе замечательная. Почему здесь жить очень комфортно? Потому что, пришла зима, да, декабрь месяц, и были холодные деньки, и люди одели уже было зимнюю одежду. Зимняя одежда — это что значит? Это вот для меня куртка такая демисезонная и вязаная шапка, перчатки. В перчатках тоже очень хорошо. Чем руки держать в карманах, лучше идти, ими размахивать. И носил я, несколько дней я носил эту одежду. Потом стало теплеть. Это характерно для Анапы, и всегда такой ждешь приятный сюрприз. И вчера я ходил уже, в такой облегченной куртке, на голове у меня была бейсболка, а то, что на ногах кроссовки, у меня кроссовки, как я летом в жару ездил в Москву, и здесь по Анапе ходил, кроссовки у меня. И в этих же кроссовках я и ходил, и когда уже было здесь прохладно, то есть градусов 5 и даже около 0 было. И мы вчера шли с Наташей, пошли в сторону моря и прошли по детскому парку со стороны Анапки, по этим диким тропинкам. Конечно, там не очень, так скажем, чисто. Люди все-таки, которые приходят отдыхать, а вчера я смотрю, тоже там пикник, здесь люди сидят, что-то отдыхают, приносят с собой эти раскладные кресла, сидят, там достают кофеек. Конечно, жалко, что после себя многие оставляют мусор, пустые бутылки, бумаги, упаковки там из-под всяких там этих пиц и роллов. Я не знаю, как люди, что ли, в последний раз сюда приходят на это место, или они думают, что кто-то должен убирать. Это всегда для меня непонятно. И когда мы бываем в лесу на съемках, мы всегда кто-то приезжает на машине, это раз. И потом мы собираем все это в большие мешки, и кто-то увозит до ближайшего мусорного контейнера. Если нет, допустим, я лично свои какие-то уношу, принес, допустим, упаковку, также в рюкзак положил, пустые бутылки, упаковки, там все это, и тоже унес. Иногда не в контейнер, даже домой приношу, в мусорное ведро, если забываю где-то по пути выложить. Так что, если бы было, конечно, чисто, было бы здорово. Но этот парк, он вообще такой заброшенный, хотя это является частной территорией, но хозяев нету. Это, наверное, за рубежом, там, если у тебя есть какой-то участок, ты ухаживаешь, там, выпиливаешь сухие деревья, сухие ветки, упавшие там при ветрах, аккуратно складываешь в кучки. Я такое видел, кстати, в Германии, когда мы проезжали мимо лесополос. Поэтому, здесь не так, конечно. Если территория частная и хозяин еще неизвестно где, может быть, он в тюрьме, может быть, он где-то за границей, но
За территорией, конечно, никто не ухаживает. Ну, а городу, естественно, нет до этого дела. Вот. А если бы эта территория была городской, муниципальной, тогда бы, конечно, там и, может быть, и дорожки бы как-нибудь благоустроили. Сейчас там, вот мы вчера шли, а дожди были перед этим, и все равно вот идешь, там грязь, она, конечно, подсохшая, и мы шли не по дорожке, а по траве. Ну, а можно было бы, да, идти цивилизованно. Ну, вот не цивилизованный этот участок у нас этого парка. Ну, а часть парка московская фирма, она его, видимо, взяла в аренду, а может, выкупила, где сейчас парк джунгли. Там более-менее хорошо. Вчера, кстати, работали карусели. Пишут средства массовой информации, что заработал ледовый каток. И мы шли, да, видели колесо крутящееся, женщины, озеленители там работают, постригают кусты, что-то там копаются в клумбах. Ну, там вообще озеленители очень хорошие. И из высаженных сосен там ни одна не засохла. Там все... А сосенки посадили там, мы когда их впервые посадили, они вот были, вот от горшка 2 вершка, это уж вот точно, как вот говорят по поговорке. И, ну, и ходили, посмеивались, ну, что такие-то уж высаживать-то, ну, что ж, нельзя, что ли, там было. А сейчас они выросли, сейчас они уже по метру, по 1,5, а может быть по 2 даже, эти сосны. Ну, очень хорошо они прижились и благоухают просто, ну, в смысле, такие роскошные, зеленые, с длинными иголками, крымские сосны. Кустики там все тоже растут отлично. Ну, есть система полива. Вот мы вчера как раз с Наташей тоже, когда зашли на территорию этого парка джунгли, и там такой вот, как сказать, такой столбик, сделанный под дерево, ну, под пенек, как-то там еще какие-то украшения, и там краник из него торчит. Наташа говорит: ой, это что, вода, что ли, питьевая? Питьевой фонтанчик? Я говорю: да, ну, навряд ли, говорю, питьевой. Вот. Говорю, здесь же летом стоял этот ларек, павильончик, там, по-моему, соки продавали. Вот. Это вот подводка, видимо, там они моют посуду, ну, так скажем, для хозяйственных целей. Наташа подошла, она любопытная, вот этот крантик пыталась открутить, но он туго был закручен. Я говорю: Наташа, да бесполезно, потому что, смотри, и показала, и там под мостиком идут трубы. Я говорю: смотри, сколько здесь идет труб вот этих вот водопроводных, пластиковых белых, и везде краники. Ну, и везде они видно, что перекрыты. Я говорю: ну, видишь же, это все перекрыто, поэтому... Ну вот прошли через этот парк к Анапке. Анапка вчера была спокойной, красивой. Рыбак там один рыбачил. Я, в общем-то, снял ролик, можете посмотреть. Дошли до зеркального мостика, потом перешли через мостик и, в общем-то, к морю, конечно, подошли. А вообще мы потом сходили в Фикс Прайс, там еще Фикс Прайс и Перекресток. Вот, у нас такая прогулка была еще и с заходом в магазин. Встретил там Тимура. Там вот в этом здании, которое там на набережной Анапки, которое построено, там много магазинов всяких. Вот этот вот ресторан Барадашвили. И на углу с Пионерским проспектом там расположен офис «Курорт Лучи». Это огромный такой, строится на Пионерском проспекте на 5000 номеров отель. Не знаю, он скольки будет звездочный. Вот. Но когда мы возвращались уже вот опять обратно из магазина, из Перекрестка, и смотрю, остановилась машина,
сидит там знакомый мужчина. Оказалось, что это Тимур, с которым мы учились вместе на киноартистов. Киноартистов. Вот, мы с ним немножко поговорили. Он говорит, а я тут работаю вот за углом. Лучи знаешь? Я говорю, да. Вот. С Наташей еще когда шли, размышляли, она говорит, ну вот строят на 5000, а кто там будет работать? Я говорю, Наташа, ну это вот что ты себе забиваешь голову какими-то такими вот размышлениями? Ну, будут работать люди. Там есть же, наверное, всякие экономисты, менеджеры и прочие, которые все это просчитывают, эту всю стратегию. Говорю, да Хрущ будет там работать, Андрюха Хрущев. Пойдет туда и будет новое место осваивать работы. Вот, он сейчас работает в 5-звездочном отеле «Город мира», стюардом мойки. Я говорю, ну пойдет туда работать. Она говорит, а где же там вот найдут столько горничных? Я говорю, Наташа, ну если они строят, если, значит, будут там работать люди, будут. Вот, хотя сам думаю, блин, а действительно, кто туда поедет? Это ладно работников найти, а на 5000 номеров людей где набрать? Тут и так-то, в общем-то, уже много продают отелей, об этом немножко попозже. И я говорю, а как же они собрались строить вообще в Благовещенской вот этот вообще проект «Новая Анапа»? Там вообще город целый город они хотят строить, который превысит саму Анапу. Анапа у нас 100 тысяч человек, а там 5 таких Анап они хотят построить. Ну, это, конечно, фантастический такой проект, я тоже в него мало верил, хотя его уже там представляли на какой-то инвестиционной выставке в Москве, об этом тоже СМИ писали. А потом вот эта новая новость, когда вдоль береговой линии от самого города Анапы до Витязева хотят вообще там строить целый ряд различных отелей, то есть там будут выселять людей, я так думаю, которые там вот в Джимите. Там уже давно это, кстати, подбирается, уже несколько лет назад там были вот эти вот терки с кадастровыми номерами, или как они называются, с кадастровыми картами, когда люди даже выходили к администрации недовольные и говорили, мы здесь жили, наши здесь родители жили, наши деды здесь жили, и прадеды здесь жили, ну вот поселок Джимите, да, вот, и как мы теперь? Я думаю, да как вот так вот вас выселят, да и все. У нас в России это делается очень просто, вот когда Олимпиада в Сочи была, тоже люди там жили веками на своих территориях, а потом началась стройка и, ну, выселили. Кому-то денег дали, кому-то это, но все равно терять свое место, где свой дом, где ты жил там, и предки твои жили, это, конечно, никакие деньги не заменят. Но, тем не менее, и я уже тоже смирился. Наташа говорит, ну, вот дюны уничтожают. Я говорю, знаешь, Наташа, да, мы вот было время, оно уже совсем было недавно, когда мы, и я в том числе, в составе общественной организации развития курорта «Анапчане» писал жалобы, мы приглашали прокуратуру, приглашали там депутатов, там писали в Госдуму, чтобы защитить анапские дюны, анапскую пересыпь, так называемую, от воздействия, значит, застройщиков. И приезжал сам губернатор Кондратьев и в 2020 году, и, в принципе, и мэра предыдущего Полякова Юрия, его сняли как раз за то, что он все это здесь вот допустил. И Кондратьев говорил высокие слова, что дюны должны вернуться домой. Такая красивая фраза у него была. Однако ничего этого не было, и запрещали строительство ближе 500 метров до уреза воды до пляжа.
и запрещали якобы строительство выше там определенной этажности. Но все это было похерено, все это забылось, и сейчас строят, вот я как говорю, вот это вот курорт Лучи строят, там будет, наверное, я не знаю, скольки там этажные вот эти корпуса, их будет очень там много, наверное, штук 10 огромных корпусов, они стоят такими вот буквами «Г» друг к другу повернутыми, там такой двор. И, ну, вот можно посмотреть, там, кстати, стоит макет, и вот кто будет в Анапе, и там прямо можно даже не заходя в сам офис, через витрину посмотреть на что там будет. Да, будет красиво. Там столько зелени. Наташа говорит, ну вот прямо как где-то это в подмосковном лесу на макете, где столько зелени взять. Ну, может быть, насадят, действительно, там будет еще такой парк. Ну, наверное, по замыслам. Я не знаю, не вдавался, надо вот посмотреть в интернете, наверняка это все есть. Так что дюны, я говорю, Наташа, ну, все-таки прогресс не остановишь, а, в общем-то, природа есть природа это природа, красиво это красиво, но прогресс наступает, человек на природу наступает, и говорю, ну, останутся, может быть, какой-то маленький участок, из 40 километров останется какой-нибудь там участок заповедный, где дюны будут в первозданном виде, а все остальное будет застроено. И как вот мы смотрим вот эти вот всякие курорты европейские, там таиландские и прочее, где здания, высотные отели подходят прямо к морю, к океану. Ну, и значит, и здесь также будет. Мы вчера вон смотрели, что Наташа обратила внимание, вчера погода-то была хорошая, и было видно очень хорошо Витязево, и Наташа говорит, смотри, как изменилось вообще рельеф. Вот это вот, ну, не рельеф, а, так скажем, интерьер, да, или как это красиво назвать, вот эти вот дома, здания, которые там построены. Она говорит, вот это все, раньше же, говорит, этого не было, ровненько там все было в стране Витязева, а теперь смотри, говорит, все видно, вон этот Мёвен Пик, вон город мира, где Андрюха работает, все, они здоровенные отели, их видно хорошо издалека. Море вчера было, конечно, ну, небольшая волна была, море чистое, люди, чайки, на Анапке лебеди и утки, ну, в общем, вообще вчера погода была благодать. Я говорю, Наташа, так, в общем-то, загорать можно было. Запросто загорать можно. И люди загорали, я видел фотографии потом ВКонтакте выкладывают. Так что вот такая была прогулка. Вот вроде бы, смотрите, 20 минут я почти говорил про нашу с Наташей прогулку. Потому что действительно она была очень приятная. Привет из Владивостока. Привет, Андрей. Как-то берег Анапки в детском парке непрезентабельно выглядит. Нет видно свободных рук у администрации, чтобы навести порядок. Ну, я только что говорил, что территория частная, муниципалитет к этой территории отношения не имеет, а хозяин этой территории или за границей, или в тюрьме. Ну, все может быть в России. Вот. Ну, часть парка, конечно, благоустроили за счет инвестора, который вот там построил парк джунгли развлекательный. Как бы то ни было, но Анапа 2024 года отличается от Анапы 2008 года, когда я впервые приехал. И в лучшую сторону. Ну да, наверное, да. Наверное, вот если так вот судить о развитии каких-то курортов, городов, наверное, всегда идет все вот так вот по, как оно назвать, по такому графику, синусоида, да. Когда понятно, что нельзя, вот, допустим, Чита моя родная, она когда-то была вообще деревней.
И старые фотографии смотришь, но деревня, она не могла, конечно, быть такой, дожить до нашего времени. Вот. Какие-то старые дома сносились, что-то новое строилось. И понятно, до какой-то точки это было очень даже хорошо. Вот. А потом, вот в этой точке, когда все было просто идеально, потом уже пошло, и уже когда сносили старые дома и до сих пор сносят, уже как-то она Чита теряет свой облик и, ну, не знаю, превращается в обычный город. Анапа давно потеряла свой облик, у нее никогда его облика не было. То, что оставалось, все или заковали в керамогранит, или снесли. Вот. Здесь очень красивая, если судить по старым фотографиям, летняя эстрада была, в советском стиле построена, очень красивые там были орнаменты. И много домов таких было, но их или вот заковали в эту броню керамогранита, ну, может быть, это и ничего, со временем он когда-нибудь отвалится под воздействием времен, и дома обнажатся, и их, может быть, отреставрируют, и они примут старый исторический вид. Может, в этом есть какой-то плюс. А может быть и нет. Но Анапа свой вид вообще потеряла полностью. Даже потом, вот снос вот этого вот комплекса зданий старых на месте винзавода Лазурного здесь рядом с нами. Здесь же можно было сделать и парк, можно сделать было какие-то вот дегустационные залы, используя старые. И храня память о прошлом Анапы, ведь винзавод был построен в 1938 году, и можно было как бы... Это тоже часть истории, но сейчас это все стерто, ни одного здания не осталось. Осталась каменная там стена кирпичная, высокая, ну, ее, наверное, тоже снесут. Я где-то вот в Краснодаре видел, там тоже что-то когда-то было, и тоже красная стена там такая была. И там потом сделали кафе. Ну, это было много лет назад, я не знаю, сейчас оно сохранилось или нет. Кафе так и назвали, «У стены». Вот, тоже какая-то старая кирпичная стена. Я не знаю, что там было. Может, какой-то был тоже завод или еще что. И если табличку повесили, то это вот была бы, конечно, тоже рассказ об истории города. Ну, в Анапе, вот я не знаю, если оставят эту стену, но на нее можно прикрепить табличку какую-нибудь там бронзовую, написать, что это стена старого анапского винзавода Лазурный, который берет свое начало в 1938 году, столько-то выпускал, значит, там литров всяких там напитков, вина. Вот. Ведь такая история была, да, когда вот немцы зашли в Анапу. Мало того, что весь скот был угнан, чтобы не достался противнику, но еще и вино все тоже было, все бочки были пробиты, и говорят, что вино текло реками по Анапе. Вот. Это тоже можно было отразить вот в этой стене. На стене. Но я думаю, эту стену тоже снесут. И от Лазурного вообще ничего не останется. Как говорится, вот как варвары. Камня на камне не оставляют старинного. А ведь это было бы здорово. И так вот в Анапе очень много домов поснесено старых. И мне-то Анапа, знаете, поскольку, потому что это не мой родной город. Я больше переживаю за Читу. И в Чите, слава богу, много старинных зданий сохранилось. Так что я спокоен. А Анапа, ну и нет здесь истории никакой. Ну и хрен с ней, с этой Анапой. Если так, по честности. А вот кто здесь жил в Анапе, как я уже тут говорил, деды, там, бабушки, какие-то исторические места были интересные. Ну, не исторические даже, а просто памятные места. Допустим, вот
идут люди, да, какая-то семья, и говорят, вот здесь бабушка, вот здесь вот она работала, вот в этом винзаводе, да, на этом винзаводе. Вот здесь вот бабушка жила в этом старинном доме. А когда вот таких мест нету, ну и молодежь уезжает. Им зачем это все? Для них это все недорого, потому что, ну, недорого. Потому что они такие же вот в керамограните дома могут в любой точке России найти. Все города друг на друга похожи. Ах, ладно. Поэтому так, да. Хотя в 2008 году Анапа была чистым городом. Сейчас немного хуже в части уборки территории в Анапе. Да. И Анапа, конечно, грязная стала. Я об этом уже давно говорю. Мы сюда приехали в 2014 году еще. А когда отдыхали с 2010 года, мы здесь 10-й, 11-й год отдыхали. 13-й, я не знаю, не помню, в 2012 году мы приезжали, не приезжали. Вот, но эти годы были, да, Анапа была чистенькой, красивой, и зелени было больше. Сейчас ходишь, листья никто не убирает. Ну, в центре-то убирают, понятно, а вот по улице, допустим, по Пролетарской идешь, листья эти с платанов нападали и слоем лежат там, никто их не убирает. Дворников не хватает. Так что, как дела в кино? Так, сейчас еще закончим про Анапу. Андрей Стрельцов пишет. В любом случае, ты, Александр, живешь в красивом городе с большой туристической перспективой, в которой ты непосредственно принимаешь участие, оказывая услуги в гостиничном бизнесе. О, как красиво закончил Андрей Стрельцов. Да будет так. Как дела в кино, спрашивает меня Алексей Скворцов. В кино у меня хорошо. Я вчера, когда встретил вот своего коллегу Тимура, и вроде бы мне это сказать было нечего, я говорю, когда он сказал, что он вот работает в курорте Лучи, я говорю, да я вроде бы ничем не занимаюсь, а потом вдруг вспомнил, нет, я у Мальвины Третьяковой сразу в 2 проектах задействован. В которых, в одном точно буду роль играть, журналиста Юдовского, во втором проекте я просто принимаю участие как так условно скажем, как креативный продюсер, хотя это очень условно. В общем, как участник съемочной группы, так скажем. Все равно найдется чем там заняться, когда мы будем снимать. Вот в следующую пятницу мы будем с нашим актером Захаром читать диалог. Вот. Мальвина Сергеевна будет пробовать. Прежде всего, она меня-то уже знает, а Захара нет. Поэтому она даст нам задание. Вот жду текст, когда она пришлет. Диалоги, там 2 персонажа. И мы будем с ним участвовать в кинопробе. Но он прежде всего, потому что он заявлен на исполнение одной из главных ролей. А я буду ему просто подыгрывать. Это тоже интересно. Мне интересно то, что я должен буду присвоить этот текст себе и разговаривать с Захаром. Он там по сюжету, его зовут Артем. Просто вот нужно будет переместиться в ту обстановку и стать тем персонажем, которого я буду озвучивать. И мне это интересно. Очень. Что еще про кино?
я продолжаю смотреть старые фильмы. Недавно я посмотрел фильм «Тень» 1971 года. Там, знаете, такие артисты играют. Я его вообще первый раз видел в жизни. Хотя пару фраз из него я знал. Это «Тень, знай свое место». Вы, наверное, тоже помните. И мы все прикалывались, когда в милиции я работал. И мы с моим другом Андрюшей Сокольниковым, царство ему небесное, он повторял фразу: «Спите спокойно, жители нашего города, воры и грабители, выходите на работу». Вот, это вот из этого фильма. А может быть даже и не из этого фильма, потому что вот я сейчас сказал этого города, а я помню «Спите спокойно, жители города Багдада. Воры и грабители, выходите на работу». Но это город-то был не Багдад, а другой, это сказочный город был. Кстати, это по сказке Шварца. И актеры там играли замечательные. И актеры Андрей Миронов, Владимир Этуш, Георгий Вицин, Людмила Гурченко, Андрей Миронов, сказал я, да? Олег Даль. Вообще все началось с того, что я у чата GPT спросил, предложи мне 5 фильмов советских, снятых с 1970 по 80 год, которые вот считаются вообще самыми-самыми классными. Он мне, конечно, предложил там «Ирония судьбы с легким паром», и еще там несколько фильмов. Я говорю, не, эти я знаю, я эти фильмы хорошо знаю. Теперь предложи мне снятые тоже в этот же период, но самые такие худшие фильмы, которые не критика отметила как мало удавшиеся, которые меньше всего демонстрировались в кинотеатрах и по телевидению. Вот такие мне, говорю, 5 штук. Сделай, пожалуйста. И он мне, значит, чат GPT выкладывает список, и в этом списке есть фильм «Тень» 1971 года. Я это про себя отметил. А до этого я еще спрашивал чат GPT, говорю, вот назови мне какую-то роль Олега Даля, которую он сыграл хуже всего. Считается, Олег Даль это вообще замечательный актер, у него вообще не было никаких провалов. И чат GPT мне выдает, значит, тоже справку, что вот оказывается в фильме «Тень» Олег Даль был не очень убедителен, так отмечали критики. Вот. В общем, все сошлось на фильме «Тень», я думаю, надо смотреть. Нашел его в интернете и посмотрел. Фильм действительно такой, он больше похож на не на художественный фильм, а на телевизионную такую, вернее, на театральную постановку. Потому что видно, что все это снималось в павильонах, причем такие декорации, достаточно так сделаны топорно. Костюмы героев тоже уж какие-то не слишком уж хорошие. Вот. И действительно, Олег Даль там как-то был скучен. Или скучен. Нет, скучен в этом фильме. Зато Георгий Вицин там сыграл доктора. И не в своем этом манере, как он там все хихикает, да, вот в любом фильме он там все смеется, хихикает и как дурачок себя ведет. А в этом фильме он такой серьезный доктор. И я даже сначала думаю, надо же, Вицин сыграл, а озвучивал его другой актер. Но потом нет, потом вслушался, нет, это голос самого Вицина, оказывается, у него голос другой. Если он говорил вот обычным своим голосом. И я тоже удивился, что Вицин может вот играть такие роли. Вот. Понятно, что
эту роль доктора мог бы сыграть любой актер. Вот. И он бы, может быть, даже был интересен, если бы Вицин играл такого доктора, тоже дурачка, вот, который там хихикал бы, значит, то есть вот в своей манере. Он бы, этот доктор, был интересный. Но, видимо, Вицин решил с этого доктора сыграть как-то более серьезно. Вот. И вот в этом докторе не было изюминки. Может быть, другой какой-то актер нашел бы какую-то изюминку. Очень сложно, конечно, да. Вот, просто любой, наверное, актер попадает в какое-то амплуа, да, и все, и он этого играет. Ну вот с Демьяненко произошла такая история, да, Шурика он играл. Шурика играл, а потом, говорят, страдал, что этот Шурик к нему прилип на всю жизнь. У Этуша тоже одна манера игры, да, что он играл вот этого, как-то он там был, управдом, да, Иван Васильевич меняет профессию, что он играл этого в «Кавказской пленнице», этого Сахова. Ну, как-то вот так. У Миронова тоже, Гурченко тоже все танцует и хихикает и поет, тоже у нее одно амплуа. Ну, нет, она, конечно, тоже разная, да, разная. Но в основном, конечно, режиссеры эксплуатировали один образ. Да, и это, конечно, и хорошо, и плохо, потому что хорошо, потому что зрители, они всегда хотят видеть актера такого, если он дурачок, ну, как бы сыграл один раз дурачка, и в следующем фильме зрители, когда садятся, они хотят видеть этого дурачка снова. Они его полюбили в предыдущем фильме, и кого бы он ни играл в следующем фильме, они хотят видеть вот этот образ, который им уже полюбился. Поэтому, ну, вот это очень все сложно, тонко, и остаются недовольные зрители, и актеры, если они вот так вот, их режиссеры тоже в одном и том же образе эксплуатируют. Ну, этот фильм вот я посмотрел, в принципе, ну, неплохой фильм, в целом неплохой. Мне было приятно просто встретить актеров, которые уже давно умерли. Кто-то давно, кто-то недавно умер, ну, я с ними вот встретился, как будто бы они живы и в тех ролях, которые я не видел. Это здорово, всегда такое ощущение. Такое ощущение вот испытывать. Вот это про кино. Что еще про кино сказать? Ну, пожалуй, все. Если что-то вспомню, то скажу. Так. Александр, ты платишь за использование чата GPT или хватает его бесплатного времени пользования? Я пока не смог с ним разобраться. Много в нем рекламы, что мешает оперативно пользоваться им. У меня никакой рекламы нету. В чате GPT вообще нет рекламы. Вот там рекламы нет абсолютно. Кстати, тут Илон Маск сделал бесплатный чат GPT для всех. Ну, вот почему-то в Испании там не могут пользоваться, а вот для России просто Илон Маск, он, видимо, симпатизирует России, и для России чат GPT бесплатный. Но он работает, знаете как? Он работает, можно сделать 10 запросов каждые 2 часа. Вот, то есть ограничения, ну, видимо, с большой нагрузкой на сервера сделали такие ограничения. Я пользуюсь чатом GPT через программы обхода блокировки. Ну, вы знаете, сейчас их, по-моему, даже и называть нельзя. Все вы знаете эти 3 волшебных буквы. Поэтому я пользуюсь им тоже безлимитно, потому что я каждый раз захожу под новым IP-адресом
допустим, немецким, американским, британским, и он меня каждый раз воспринимает как нового пользователя и дает мне возможность, ну, даже сейчас генерировать рисунки он мне дает, вот, всякие там графики. То есть я пользуюсь чатом GPT, можно сказать, безлимитно. Ну, если вы хотите, то вот Илон Маск вам дал. Илон Маск сейчас же владеет сетью, бывшим Твиттером X, и вот в рамках этого Твиттера он и сделал вот этот вот чат GPT. Там еще какие-то примочки есть. Да я могу даже сейчас показать. Вот сейчас, подождите. По-моему, я даже это сделал у себя. Я, кстати, сегодня не открывал еще свои браузеры. Ага. Вообще, эта нейросеть называется Grok. А заходить туда надо через слэш буква И, получается игрок. Вот, вот она, сейчас я ее открываю. И сейчас вы ее увидите, я сейчас в режиме вот живого журнала. Вот так она выглядит, видите, написано Grok. А если посмотреть в строку адресную, то видите x.com/i, ну или i, да, /игрок. Вот. И вот тут прямо написано... кстати, она с русским языком работает. Вот. И тут можно, пишут, задайте любой вопрос. Вот. Сейчас я ему напишу. Я блогер. Альбатрос. Какой анекдот рассказать моим подписчикам про альбатроса? Ну, про альбатроса, наверное, нет анекдота, но если нет, он сочинит. Ответ. Альбатросы птицы большие, а ум у них маленький. Вот анекдот для твоих подписчиков. Уже смешно. Летит альбатрос над океаном, видит рыбу в воде и думает, сейчас я ее поймаю. Но как бы не промахнуться. И тут он решает, лучше я ее сфоткаю и выложу в Инстаграм. Кстати, Инстаграм запрещенная сеть. Пусть все думают, что я ее поймал. Не знаю, смешно, не смешно, но, по крайней мере, видно, что чат GPT этот анекдот сочинил на ходу. Вот, сюда можно загрузить какую-то фотографию. Вот смотрите, допустим, я вот здесь скрепочка, вот сюда я беру, открываю свои загрузки, и вот, допустим, сейчас я... Изображение Чингисхана. Сюда сейчас. Ну-ка, он загрузит, нет? Угу. А он что-то не загружает. Не, я использую вот мой любимый чат GPT. Вот он у меня всегда открыт. Вот я сюда, допустим, загружаю вот Чингисхана. Видите, никакой рекламы нету. Вот, ну вот я загружаю того же Чингисхана. И вот он его загрузил. И здесь вот задаю вопрос. Я сейчас так анализирую какие-то картины, изображения. Вот, и пишу. Опиши картину.
Да и все. Вот сейчас мне он... Вот он пишет. На картине изображен портрет мужчины с характерными азиатскими чертами лица. Это изображение Губилая или Чингисхана, выполненное в традиционном восточноазиатском стиле. Лицо у него округлое, с мягким выражением и тонкими усами. Густая борода, нифига густая, у него жиденькая борода, обрамляет нижнюю часть лица. На голове светлый головной убор, символизирующий статус или культуру того времени. У мужчины проницательный взгляд и серьезное выражение лица, подчеркивающее его силу и авторитет. Фон картины простой, бежевого цвета, что помогает сосредоточить внимание на лице. Работа выполнена с использованием мягких натуральных тонов и характерной для традиционного китайского искусства детализации. Тут все меня устраивает, кроме Губилай. Что-то я не слышал, чтобы Чингисхана называли Губилай. А вы, друзья мои. Вот, поэтому ладно. Поэтому теперь смотрите, я хочу из этого описания сделать промпт. То есть я его копирую, открываю Google переводчик, вставляю сюда. Здесь я слово Губилая убираю. Вот. Оставляю просто Чингисхана. Это изображение Чингисхана. Вот. И перевожу. В общем-то, все меня здесь устраивает. Перевожу на английский язык, копирую. Теперь открываю свой любимый бесплатный генератор изображений. Вот он. Вставляю сюда этот промпт и генерирую. Сейчас я должен получить... Ну, возможно, и не получится, потому что собственное имя Чингисхан там упомянуто. Сейчас он может меня заблокировать. Да, видите, обнаружено. То есть он, видите, вот если вы кого-то там хотите изобразить, он всегда вот этот вот вам заблокирует. Ну, есть другие. Вот, допустим, есть Леонардо. У меня тоже он всегда открыт, потому что я часто... И посмотрим, как он сгенерирует сейчас нам изображение Чингисхана. Этот может генерировать беспрепятственно. Сейчас посмотрим. Вот. Вот такого он нам сгенерировал. Ну, сами судите, нравится вам, не нравится. Мне вот этот больше всего нравится. Вот. Угу. Да. Кстати, с нейросетями, друзья мои. Сейчас вам расскажу. Так, а куда делась? А, вот. Моя студия. А, ну да, Хубилай, да, точно. Ну, значит, не ошибся он. Так, ну, думаю, насчет чата GPT я ответил. То есть, просто нужно использовать программы обхода блокировок. И все у вас будет хорошо. Вот. Так что, что еще? Недавно я
у меня была неприятность, связанная с нейросетями. У меня вдруг пропала программа Stable Diffusion. Ну как пропала? Программа-то была на месте, которая на компьютер установлена. С этой программой я начинал вообще изучение нейросетей. Это была такая стационарная программа. У меня она еще была установлена, когда у меня не было видеокарты. И я умудрялся генерировать только с помощью SSD-диска. Что вообще как бы, ну, просто фантастика. Никто этим не занимается. И генерировалось очень долго, наверное, минут 10 генерировалась одна картинка, но тем не менее я генерировал много, вставил на генерацию и уходил куда-нибудь, потом приходил и рассматривал эти рисунки. Это было, конечно, очень неудобно, но тем не менее я благодарен этой программе, она меня научила многому. И здесь у меня пропал батник. Батник — это файл, бат, который запускает программу. Он просто исчез. Вот, я его искал, и так и не нашел. Вот, но все-таки мне удалось, друзья мои, восстановить эту программу, и я сейчас вам покажу, если вы хотите тоже начать генерировать, вот, потому что я искал его и там, и сям, в общем, везде искал на просторах интернета и не мог найти долгое время. Вот, ну, у меня есть программа здесь вот в мире нейросетей, ВКонтакте. Я надеюсь, у вас аккаунт ВКонтакте есть. Вот так вот выглядит он. И вот она. Здесь вот я написал. У меня с компа пропал файл BAT, который запускал нейросеть Stable Diffusion. Найти, восстановить не смог. Пришлось снести нейросеть с компа. Долго искал установочный файл в интернете и нашел тут. И вот ссылка. То есть здесь вообще очень все просто. То есть вы нажимаете вот этот вот эту ссылку, и к вам на комп устанавливается Stable Diffusion. Но не факт то, что она к вам встанет хорошо. Почему? Потому что для этого нужно иметь карту, видеокарту мощную, и карта эта должна быть NVIDIA фирмы. Вот. Хотя я говорю, что у меня вообще видеокарты не было, только SSD-диск. Вот. И тем не менее, мне вот эта программа встала, нейросети, я ей пользовался. Вот. Но я заметил, друзья, что все-таки мне сейчас проще устанавливать, вернее, пользоваться с нейросетью Focus. Вот. Вот с помощью фокуса, смотрите, я недавно генерировал такие картинки. Вот это с помощью фокуса. Вот. Ну, просто тупо кота. Но это не то. Вот. Тупо кот. Что такое? Где? Вот еще один. Котярка. Тут мне все нравится, кроме вот здесь вот у него какая-то складка получилась. Не очень. Ну, это бывает. Это просто такая первая генерация. Вот. Что еще? Ну, здесь вот в этой вот на своей странице я здесь выкладываю какие-то такие вот секреты для любителей нейросетей. Так. Так, сейчас немножко отлучусь, посмотрю там, как у меня Маша. Она в школу собирается. Хотя, ну, она время уже такое, она должна уже уйти.
Да, хотим, пишет Андрей Стрельцов. А про что речь? Так что, эту нейросеть установить, да. А нейросеть Фокус, конечно, она замечательна. Она замечательная. Ну, перед этим я расскажу немножечко. Я сейчас зачастил в наш клуб позитивного общения, ну а попросту, если теперь уже говорить, потому что они там в основном говорят об изобразительном искусстве, в галерею место сборки, которую создал наш Оливер Иванович, он же Алехо Меласкез. Сейчас его последний псевдоним. И вы видели, наверное, интервью об абсурдизме. Это направление в абстракционизме, вот которое сейчас практикует Оливер, наш уважаемый. Вообще я тоже заинтересовался этой темой абсурдизма. Посмотрел Кьеркегора, посмотрел, значит, что пишут об абсурдизме в Википедии. Потом перешел к театру абсурда, потом про наших, так скажем, абсурдистов, писателей Даниил Хармс, Александр Введенский. В общем, много интересных имен у нас. И про Введенского я мало что знал. И поэтому вчера я посвятил день изучению этого писателя, поэта. У него 3 известных произведения, хотя, в общем-то, выпущен у него 2-томник, но в основном говорят, что если вы познакомитесь с 3 его произведениями, «Элегия», пьеса «Елка у Ивановых» и еще какое-то, сейчас не помню, то вы, можно сказать, с творчеством его познакомились. Искал, конечно, и нашел пьесу, вот эту вот «Елка у Ивановых». Она написана была в 1938 году, а в 1941 году Введенский был арестован, отправлен по этапу в Казань и умер где-то прямо на этапе. На этапе умер, говорят, что, возможно, его застрелили конвоиры, возможно, он умер от какой-то болезни. Где похоронен, конечно, неизвестно. Есть версия, что его вообще с поезда могли выбросить. В общем, такая судьба, типичная судьба русского интеллигента, писателя. В одном из фильмов прозвучала интересная фраза, что абсурдисты, они не создавали вот именно это направление, абсурдизм. Они жили в абсурде. Ведь жизнь в Советском Союзе, она и была жизнью в абсурде. И я вдруг понял, что сейчас мы тоже живем в абсурде. Вокруг нас абсурд. Все, что сейчас творится, это абсурд. Это нельзя никак уложить в рамки какой-то логики. То, что с нами сейчас происходит, то, куда мы идем, это все абсурд. Абсурд. И вот я так вдруг подумал, что Оливер Иванович-то со своими картинами как раз очень угадал эпоху. Вот эту вот. И его картины как раз, наверное, и соответствуют нашему времени. А так как я-то больше тяготею к литературному творчеству, у меня возникла идея тоже написать какую-нибудь абсурдистскую пьесу. Пьесу или, может быть, стихотворение.
И мы с Наташей сидели, и я вспоминал стихи украинского поэта Александра Кабанова, ну, как украинский. Вообще я вообще об этом поэте узнал от Виктора Балдаржиева. Виктор Балдаржиев – это забайкальский писатель, бурят по национальности. Ему сейчас, наверное, где-то лет под 80. Он живет в какой-то глухой забайкальской деревне, ну, вообще ушел от мира как отшельник. Вот. Но с миром он все равно связан. Он в интернете записывает ролики, размышляет вообще о жизни, о мире, размышляет о бурятском народе, о его суверенитете, которого у него, в принципе, как бы и нет. Размышляет о бурятском языке, размышляет об имперской политике российского государства с истоков и до настоящего времени. Очень интересный человек Виктор Балдаржиев. И вот, когда его спросили, назовите 5 неизвестных даже, а 5 лучших поэтов, просто 5 лучших поэтов настоящего времени, и он вторым или первым даже назвал Александра Кабанова. Причем назвал, говорит, русский поэт Александр Кабанов. Ну, я, конечно, заинтересовался, стал искать и нашел. Оказывается, этот русский поэт живет сейчас в Киеве. И он тоже пишет абсурдные вещи. И вот это у меня как-то сейчас все так, пазлы, как говорится, сложились. То есть и наш Оливер Иванович, и Александр Введенский, и эпоха абсурда там, эпоха абсурда здесь, и писатели и художники отражают эту эпоху как-то. Вообще, я очень люблю слушать стихи Александра Кабанова в исполнении Дмитрия Каливанова. У меня есть сайт такой, не сайт, а канал, и я сейчас его попытаюсь найти. Сейчас, подождите. Я буквально вчера слушал. А вообще мне нравится... сейчас сделаем по-другому. Сейчас найдем стихотворение «Русский индеец». Вот с него у меня вообще началось знакомство с творчеством Кабанова. «Русский индеец». И именно мы будем слушать это в исполнении вот этого исполнителя Коваленина. Это стихотворение давно написано, и сейчас мы его прослушаем. Долго умирал Чингачгук, хороший индеец. Волосы его измолотый черный перец. Тело его пурпурный шафран Кашмира, а
пенис его табак, погасшая трубка мира. Он лежал на кухне, как будто приправа. Слева газовая плита, холодильник справа. Весь охвачен горячкой бледнолицей. Мысли его тимьян, а слова бергамот с корицей. Мы застряли в пробке в долине предков, посреди пустых бутылок, гнилых объедков, считывая снег и ливень по штрих-коду. Мы везли индейцу огненную воду. А он бредил на кухне, отмудохан ментами, связан полотенцами и крест-накрест бинтами. Скромая Москва, брови твои горностаи, скальпы облаков собирались в стаи. У ближайшей зоны выстраивались в колонны гопники-ирокезы и щипачи-гуроны. Покидали генеральские дачи апачи, ритуальные бросив пороки, выдвигались на джипах чероки. Наша юность навечно застряла в пробке, прижимая к сердцу шприцы, косяки, коробки. А в коробках коньяк и 3 пластиковых стакана. За тебя и меня, за последнего магикана. Ну вот, такое стихотворение. Да, может быть, его плохо слышно было вам. Я его могу прочитать, сам попробовать. Сейчас я его найду. Но мне кажется, да, как раз оно попадает вот в этот вот в жанр абсурдизма. Слушаем. А потом я свой стих какой-нибудь прочитаю. Так. Александр Кабанов. Долго умирал Чингачгук, хороший индеец. Волосы его измолотый черный перец. Тело его пурпурный шафран Кашмира, а пенис его табак,
погасшая трубка мира. Он лежал на кухне, как будто приправа. Слева газовая плита, холодильник справа. Весь охвачен горячкою бледнолицей. Мысли его тимьян, а слова бергамот с корицей. Мы застряли в пробке, в долине предков, посреди пустых бутылок, гнилых объедков, считывая снег и ливень по штрих-коду. Мы везли индейцу огненную воду. А он бредил на кухне, отмудохан ментами, связан полотенцами и крест-накрест бинтами. Скво моя, Москво, брови твои горностаи, скальпы облаков собирались в стаи, у ближайшей зоны выстраивались в колонны гопники, ирокезы и щипачи, гуроны. Покидали генеральские дачи, апачи. Ритуальные, бросив пороки, выдвигались на джипах чероки. Наша юность навечно застряла в пробке, прижимая к сердцу шприцы, косяки, коробки, а в коробках коньяк и 3 пластиковых стакана за тебя и меня, за последнего могикана. У него интересное, вот знаете, интересные образы, и они рождаются как бы в подсознании. И вот я вчера слушал подкаст про стихи Александра Введенского, о котором мы уже сегодня говорили. И о нем написано, я уже сказал, Введенского всего 2 тома сохранилось. Очень много уничтожено было в 20-х, 30-х годах, потому что он подвергался там арестам вообще. И было дело детских писателей. По нему Хармса арестовали. Сейчас он в любой детской библиотечке, да, вот у каждого, у кого есть ребенок, у него есть стихи Хармса. Маршака там, допустим, да, и другие там. А Хармса, Введенского, Заболоцкого арестовали по детскому делу, детским книжкам. Считали, что они пишут каким-то шифром и что-то запрещенное. Понимаете, это было ужас, это был абсурд, вот прямо как сейчас. Прямо как сейчас. И до чего похожи эти времена. И сейчас мы читаем эти стихи, да, и детям, и дети любят эти стихи, тараканище. А в свое время Надежда Крупская считала, что надо тараканище запретить как безидейное стихотворение для детей. Это ужас был. И сейчас он тоже творится. Вот, поэтому, да. Что я хотел сказать-то? Так вот, вчера слушал подкаст про стихотворение Введенского «Элегия». Про него написаны тома. Люди защищают диссертации по этому стихотворению. Какой-то автор написал целую книгу. Он
исследовал это стихотворение с помощью нумерологии и нашел там очень много всяких совпадений. Ну, в принципе, и Библию у нас тоже также раскладывают математически. А женщина, исследователь, которая вот была приглашена в студию и была участницей этого подкаста, она говорит, не надо там ничего искать. Вот я, говорит, эту книгу даже, вот это исследование не читала, потому что у меня с математикой плохо, и говорит, вообще любую можно, любое стихотворение взять, посчитать количество там строк, букв и прочее, и найти всякие совпадения с чем-нибудь. Вот, это все ерунда, говорит. Стихи рождаются, они рождаются вот как поток сознания, а порой даже поток бессознательного. И не надо объяснять с точки зрения логики. Именно абсурд, он не должен поддаваться никакой логике. В этом его и суть. Поэтому мне хотелось бы что-нибудь такое же абсурдное тоже написать. Вот именно сейчас, в это время. Что с загадками, которые заложил Олег Амиласкис в свою картину «Тайна кардинала»? Ответы дал на них. А то я голову ломал, так и не понял, что он хотел выразить в картине. Ну, Андрей, вот я только что сказал, что в абсурдизме не надо ничего объяснять. Объяснять можно, и каждый объясняет по-своему. И лезть в голову и в замыслы художника или писателя, который пишет вот в стиле абсурдизма, тоже бесполезно, потому что я думаю, что и сам писатель порой не может объяснить, что он написал, и художник не может. Он в момент творчества отключает свою логику, свое сознание и пишет так, как вот как Бог на душу положит. И получается произведение. Поэтому объяснять ничего не надо. Мне так кажется. Да, и разобрался ли ты с непонятной деревянной конструкцией, выброшенной на помойку? Нет, кстати, эта конструкция исчезла. Потом в этот же день, когда я пошел в магазин, ее уже не было. Ну, в комментариях там писали, что это какой-то рекламный плакат или там, не знаю, основа для... Ну, мне кажется, нет. Я не знаю, что это за конструкция. Больше, конечно, всего она похожа на тоже вот как на какой-то мольберт. Хотя, не знаю. Странная конструкция. Никто мне ничего не написал. Арчеми, здравствуйте. Сильно ли вообще разрослась Анапа в те годы, что вы живете? Да, сильно, потому что мы приехали в 2014 году, и строительство только-только набирало обороты. Строительство же вообще это такая мафиозная структура, да? Потому что где крутятся огромные деньги, там сразу присасываются всякие там нехорошие люди, не будем называть их всякие должности, потому что, ну, вы сами догадываетесь, да? И они везде, эти люди, присасываются. И там, где деньги, там, где нефть, там, где газ, там, где лес, там, где золото, где алмазы, где строительство, где электроэнергия, где какие-то новые там нанотехнологии, везде присасываются непорядочные, плохие люди, кровососы. И понятно, что вот эта отрасль строительная, там тоже огромные деньги крутятся. И понятно, что там, где присосались вот эти кровососы, ничего с этим не сделаешь, не остановишь, не спасешь дюны, не построишь нормальную жизнь человеческую. То есть, допустим,
Этих кровососов не заботят их не заботят люди, самое это главное, да. Более того, люди им всегда мешают. Вот правильно говорил, кто там говорил, Задорнов или Жванецкий, что вообще власти всегда мешают люди. Самое это интересное, да, что люди мешают всегда власти наживаться. Вот. Они без них наживались бы гораздо больше, но люди им мешают. Вот. Потому что людям всегда нужно что-то тоже давать. Вот. Они всегда хотят жрать, хотят детских садов, школ, образования, медицинского обслуживания. Вот такие вот сволочи. Поэтому, да, она посильно разрослась, и эта отрасль, она, конечно, в ней крутятся очень большие деньги. Очень большие деньги крутятся, и нельзя это никак остановить. Вот этот же Лазурный, да, про который сегодня говорили, винзавод, ведь здесь 10 20-этажных домов, да, строят на маленьком пятачке вместо этого винзавода. Люди выходили, протестовали, потому что, столько здесь будет жилья и новых людей, а коммуникации, они старые, поликлиник у нас недостаточно, школ у нас недостаточно, а жилье растет. Если в советское время там была вот эта вот застройка микрорайонами, то есть в микрорайоне должна быть поликлиника, должен быть кинотеатр, школа, детские сады, много чего должно быть, магазины, то сейчас вот эта вот точечная застройка, она только застройка, только жилье, порой ни парковок, и их и не нужно, я противник вообще автомобилизации. Вот. Но тем не менее, люди-то не понимают, что машина это вред вообще для города, особенно курортного. Сознание у них что такое, не дошло до того. Ничего нету. Вот, а строят. Поэтому, да, она посильно изменилась. Вот я сейчас езжу на занятия в нашу студию по адресу Поликарпова 2. Вот если вы в Анапе, вернее, на Яндекс.Картах или на Гуглах картах найдете этот район, там раньше ничего не было, там были пустыри. Вот. Виноградники кое-где были. Или пустыри. Сейчас все застроено. Все застроено. Там-то благо вот на Поликарпова, там 5-этажные дома. Она более такая человеческая застройка, 5-этажные дома. Там люди не дичают, как в Человейниках 20-этажных. А вот в Человейниках дичают. Так, ладно. Тем не менее, я говорю, плетью обуха не перебить, поэтому все это будет и дальше разрастаться. Опять же, до поры до времени, как говорят урбанисты, что придет время, когда вот эти вот 20-этажные дома будут просто ломать. Сейчас в мире кое-где уже это делается. То есть сначала тоже строили, плотно застраивали. Вот, потом жизнь, она как-то, цивилизованная жизнь, она дает такое понятие, что это неудобно. И сносят целые вот эти вот огромные районы, застроенные высотками. Так что Россию-то ждет, наверное, не скоро, потому что Россия очень сейчас отстает вообще от цивилизованного мира. Поэтому... и вообще, многие экономисты говорят, что строительство ждет большой-большой кризис.
И сейчас вот то, что здесь строят, все это будет не востребовано. Хотя, не знаю, говорят, что там раскуплены. Но мне кажется, это все такой маркетинговый ход. Пишут на сайте, что все раскуплено, все квартиры. Как их тут раскупать, эти квартиры, по 250 тысяч за квадратный метр? Где у нас такие миллионеры живут? Хотя да, сейчас есть миллионеры у нас. Уже из низов пошли. Вот. В общем, это тоже абсурд. Это тоже абсурд, когда вот что-то происходит, и то, что нельзя объяснить логически. Видел еще в шорте ваше видео о ЖК Парковый, ради интереса посмотрел в Google картах, оказывается, он давно в зависшем состоянии был, и, наконец, вроде почти достроили. Да, сейчас уже смотришь, ну, действительно, дома красивые, да, красивые, беленькие такие, и слава богу. Сейчас, слава богу, за то, что строят, вообще не разрушают, а строят. И гораздо приятнее смотреть на краны, строительство, суматоху вот эту вот на строительной площадке, чем нежели бы смотреть на какие-то руины, куда упала бомба. И, ну, согласитесь, приятнее, да? Вот, поэтому пусть строят. Все-таки, когда строят, это жизнью пахнет, а не смертью. Так. О чем я сегодня еще не рассказал? О нейросетях рассказал, о своем литературном творчестве, ну, о планах сказал, да, возможно, я напишу что-нибудь такое абсурдистское. Мне даже самому интересно такой эксперимент провести. Сейчас мы посмотрим отрывок из спектакля по как раз Веденскому «Елка у Ювановых». Я посмотрел и постановку, там, правда, школьники играют, школьники, вот. Так, сейчас где она? История просмотра. И читку, устроили еще читку студенты МХАТа, вот, они тоже интересно читали. Сейчас мы посмотрим и сначала отрывок из спектакля школьного, а потом посмотрим, как читают мхатовцы. Так. Так, Веденский. Вот этот спектакль. Нет, это американская какая-то постановка. Вот Шварц «Тень». Так, вот «Елка у Ивановых», вот она. Приятно быть убийцей? Нет, тяжело! Ведь вас казнят, ей-богу, вас казнят. Я стучу руками, я стучу ногами! Меня оставил Бог, и я голова в моей голове! Я Соня Острова, меня нянька зарезала! Я сумасшедшая! Некогда помню. Стоял на посту на морозе. Люди ходили кругом, бегали звери. Всадников греческих туча, как тень, пронеслась по проспекту. Уши к земле приложив, мы топот ловили копыт. Горе нам! Тщетно и праздно искали мы конное войско. Тихо заплакав потом, мы по домам разошлись. К чему ты это сейчас сказал? Дурак! Ты надрал! Службу не знаешь. Но я же просто хотел отвлечь убийцу от ее мрачных мыслей. Стучать. Стучат, ходят санитары. Санитары, возьмите ее ваш сумасшедший дом. Кого взять? Этого Наполеона? Да, этого Наполеона. Этого Наполеона! Да.
Картина пятая. Сумасшедший дом. У бруствера стоит врач и целится в зеркало. Кругом картины, цветы и коврики. 6 часов утра. Господи, до чего страшно! Кругом одни ненормальные! Они окружают меня, они поедают мои сны, они хотят меня застрелить! Вот один из них подкрался ко мне и целится! Целится, но не стреляет! Целится, но не стреляет! Итого, стрелять буду я. Стреляет. Зеркало разбивается. Ходит каменный санитар. А кто стрелял из пушки? Не знаю. Кажется, зеркало. А сколько вас? Нас много. Это хорошо. А то у меня уже совсем чепуха болит. Там кого-то привезли? Няньку-убийцу привезли из участка. Она черная, как уголь. Знаете ли, я не все знаю. Как же быть? Мне не нравится этот коврик! Стреляет. Санитар падает замертво. Господи, почему вы упали? Я стрелял не в вас, а в коврик. Ой, извините, я подумал, что я коврик. Ну, вот так вот. Вообще, конечно, пьеса очень интересная. И сейчас еще где-то... Так. Сейчас я введу запрос. Так. Елка у Ивановых. МХАТ. МХАТ. Угу. Вот это публичная лекция. Ну и не начали с Содом. А, нет, это не то. Рукою жадную хватает вулкан. Это не то. А вот еще, кстати, да, тоже вот спектакль здесь, вот елка у Ивановых. А вот мне просто понравилось, как читают студенты МХАТа, а где же? За границей ставят этот спектакль. Да. Так, сейчас. Где-то же я находил, легко должно быть это находиться. Должно далеко уйти, я ж вот смотрел.
Да что ты будешь делать? Куда делась-то? Там достаточно большой. Может, все-таки вот это вот? Они потом... Вул- Исчезнувшее вдохновение теперь пятое. Нет. Конца языка. А, вот. Что вы говорите? Опомнитесь. Мне теперь год, не забывайте. Папа, мама, дядя, тетя, огонь, облако, яблоко, камень. Не забывайте. Отбывает в штанах на руках у няньки. Он действительно еще мал и молод. Входят, шамкая за руки, Миша Пестров и Дуня Шустрова. Поздравляю! Сегодня Рождество, сегодня будет челка. Не щелка, а пчелка. И не пчелка, а елка. Поздравляю, поздравляю. А что, Соня спит? Нет, она мочится. На часах слева от двери 9 часов утра. Конец 7-й картины. Судить И будить? Людей несут суд и сосуд. На блюде. несут на посуде. Судей. Пришедший к делу суд приступает к слушанию дела Козлова и Ослова. Секретарь читает протокол. Зимним вечером Козлов шел к реке купать козлов. Видит, шествует Ослов, он ведет с реки ослов. Говорит Ослов Козлову: честному ты веришь слову? Зря ведешь купать козлов, а читал ты часослов. Говорит Козлов Ослову: чти псалтырь, а к часослову отношения не имеет. Говорю тебе, не имеет, говорит Ослов Козлову. Тут псалтырь пришелся к слову. На пустырь веди козлов, чтя псалтырь пасти козлов. Говорит Козлов Ослову: я не верю пустослову. На тебя сегодня злы, погляди мои козлы. Отвечал Ослов Козлову: ветку я сорву лозову, и без лишних слов и снов похлещу твоих козлов. Отвечал Козлов Основу: ветви я сорву елову, и побью твоих ослов, словно вражеских послов. Голова твоя баранья, голова твоя коровья, долго длились припирания, завершилось дело кровью. Словно мертвые цветы, полегли в снегу козлы, пали на землю ослы, знаменем подняв хвосты. Требует Козлов со слова: вороти моих козлов. Требует ослов с Козлова: воскреси моих ослов. Вот и все. Судьи, признак смерти налицо. Ну, на лицо. Не говорите ну. Хорошо, не буду. Начинаю суд. Сужу. Режу. Сижу. Решаю. Нет, не погрешаю. Еще раз. Сужу. Режу. Сижу. Решаю. Нет, не погрешаю. Еще раз. Сужу. Режу. Сижу. Решу. Нет, не согрешу. Я кончил судить. Мне все ясно. Аделину Францевну Шметерлинг, находившуюся нянькой и убившую девочку Соню Острову, казнить повесить. Я не могу жить! Ну, вроде бы абсурд, а он действительно абсурд, да? Но дело в том, что
все так. Вот они сейчас, да, вот был суд, и секретарь зачитывал какую-то ересь про Козлова и Ослова. А потом судья выносит приговор отрубить голову, да? Или там что, повесить, я сейчас не помню. А у нас тоже сейчас самое в жизни-то происходит. То есть на суд человека приводят, там не важно, что написано в обвинительном заключении, что написано, что следователи. Суд для суда это сейчас не интересно. Суду интересно сейчас просто наказать человека. И вот я вот это вот смотрю, елка у Ивановых, но это о нашей жизни сейчас. Это вообще здорово, это поразительно. Вот, поэтому, друзья мои, вот дошел я до этого. Оказывается, все не зря. Не зря сейчас Оливьер Иванович со своими художниками рисует абсурдистские картины. И совсем это не зря. Вот эти вот хаос, нагромождение каких-то там треугольников, кругов, овалов, все это оказывается в тему. Это очень интересно. Да, удивительно, у нас тоже в городе полумиллионники, строится куча высоток по 15-25 этажей, и поражаюсь, откуда у людей столько денег, неужели ипотеки сплошные. Ну, я думаю, может быть, сейчас просто, знаете, ведь сейчас недвижимость используется как вложение, да, и есть такое ложное утверждение, что деньги нужно вкладывать в недвижимость. Якобы цена на недвижимость растет очень быстро, и если вы вложили, допустим, ну куда можно вложить деньги? Там в валюту, можно просто их там на депозит откладывать. Так вот, если вложить в недвижимость, в строящуюся, то твои деньги через какое-то время, они дадут больше прироста. Вот. И, скорее всего, из этого ложного посыла и сейчас и вбухивают деньги вот как не в банки, а в дома, думая, что они когда-то вернутся вам в несколько раз в большем объеме. Но это не так. Экономисты говорят, что рынок недвижимости должен в России рухнуть, то есть жилье обесценится, и хорошо бы будет вернуть потом вложенные деньги. Вот. Потом это, конечно, будет постепенно как-то все равно раскупаться, но уже не по этим высоким ценам, а по более низким ценам. Вот. Ну, я тоже не экономист, и не в это я как-то вникать и не хочу. Вот. Поэтому в этом вижу тоже какой-то абсурд. А сейчас у меня-то стихи, ну, нет абсурдных стихов, конечно. Вот. Но есть одно стихотворение, которое как-то напоминает по стилю вот то, что сейчас там было тоже написано. Так, сейчас я его прочту. Оно не здесь. Эти стихи не здесь, не в этом томе. Просто я потом внес еще изменения. Или сюда я внес. Я сейчас не знаю. Сейчас. Хотя, в принципе, вот эти вот стихи, вот последние вот мои буриме,
который я писал, в принципе, не обремененный какими-то там целями, что-то там выразить, какую-то мысль. Просто давалась какая-то строка, и я писал. Вот, допустим, «И небеса дождем разверзлись, Господь молитве моей внял, не зря я зонт с собою взял, а ведь какая была дерзость в жару без капельки водицы идти о дождике молиться». Когда-нибудь я буду депутатом, дадут мобильник мне и ноутбук, я буду козырять везде мандатом, я буду иногда ходить поддатым, душевных не испытывая мук. Когда-нибудь я буду депутатом, на кнопки буду важно нажимать, кричать с трибун: «Министры виноваты, что у народа низкие зарплаты», хотя на это, в общем, мне плевать. Когда-нибудь я буду депутатом, и это не забуду я вовек. Увижу я кремлевские палаты, а повезет Париж, Брюссель и Штаты. Короче, поживу как человек. Вот, нашел я это стихотворение. Снег валил, апрельский снег. Шел по лужам человек. Кепка, туфли, папка. И гребла проклятый снег, и валила в кучу снег дворничиха бабка. А у бабки помело, много снегу намело. Удивился человек: ах, какой роскошный снег! Ах, какая бабка! Видит надпись «Караван», то узбекский ресторан. Улыбнулся человек, удивился человек. Хонда, шлем с большим забралом, рокер, смертник погоняла. Ах, да чтоб тебя забрала, бабка смертнику вдогон, а в ответ один жаргон. Все валил на город снег, улыбался человек, удивлялся человек. Кепка, куртка, папка, стопка. Впереди шагает попка. Ой, не зря на сердце пелось. Человеку захотелось пригласить скорее попку в ресторане выпить стопку. А кругом сплошная слякоть. Он сказал себе: не вякать. Улыбнулся человек. Шаг прибавил человек. Уронил в сугробчик папку, от волнения сперла грудь, слышит дворничиху бабку: «Дурень, папку не забудь!» Ночь прошла, все падал снег, утром понял человек: лишних выпил я 3 стопки. Где-то попка, нету попки. Папка где? Не видно папки, а в ней сотовый и бабки. Снег валил, апрельский снег. Шел по лужам человек. Шел без папки человек. Ну, вот такое стихотворение. Вот оно тоже такое вот немножко абсурдное. Ну, у меня таких мало стихотворений. Послышался шорох, и хрустнула ветка. Выходит из чащи взлохмаченный детка. У детки висит на плече карабин. «Откуда ты, дед?» «Из таежных глубин».
рюкзак за плечами, на поясе утка, а сбоку большая охотничья дудка. Как звать тебя, детка? Егоров Алексей. Улыбкой охотник расцвел с подусей. Да. Друзья, в Иране нынче бойня. Пошел Гаврила воевать. Не мог Гаврила спать спокойно. Гаврилу вы должны понять. Нет, наш Гаврила не наемник. Гавриле деньги не нужны. Гаврила по натуре скромник. Не хочет просто он войны. Да. Я приду и я приду, когда совсем не ждешь. Подставлю к горлу свой пиратский нож, а ты стоишь, как монолит, как танк. А ну гони долг в КГБшный банк. О золото, проклятие богов! Ломая сейф, думал Глеб Бобров. Потом его в милицию забрали, где 3 мента отчаянно ломали, где 3 ребра нечаянно сломали. Пускай с Бобровым поступили люто, вернули государству всю валюту. Он все признал, он был морально сломан, он на себя еще взял пару взломов. Правозащитники, узнав про этот случай, такую сразу заварили бучу. Теперь Бобров оправдан, а ментяры все 3 уж на зоне греют нары. Когда я любила тебя, она мне в ту ночь говорила, а бороду мне теребила, мне все же казалось, любя. Когда я любила тебя, а в синих глазах боль разлуки, и бороду нежные руки трепали, любя. Ты познай души моей глубины. У меня бездонная душа. С трубкой, с маской не пытай судьбину. Так ты не познаешь ни шиша. Номер дохлый, также с аквалангом. Воздуху не хватит. Как же быть? В водолазной робе и со шлангом. Только где ж такой мне шланг добыть? Батискаф тут нужен, иль подлодка. Да-да-да, рукою не маши. Только так постигнешь ты, красотка, Марианской впадины души. Да уж. Я проснулся утром рано. Ой, неправильно. Я просыпаюсь рано утром, опять петух поспать не дал. Снимаю со стены кинжал, сверкают ножны перламутром, и тапки разные, и тапки рваные надев, и еле сдерживая гнев, иду во двор, где этот кочет. Ладно, не буду это стихотворение читать. Что-то оно не пошло.
Белые стены, мокрый асфальт. Вдруг раздается негромкое «Хальт! Ире папире! Шнеллер зибитте!» Вежливый гад. Знать, не буду я битый. Доешь последнюю котлету, крепи постом свой дух и тело. Не зря ниспослано нам лето, пускай укроп и фрукты в дело. Не зря же Бог, как добрый папа, нам сыплет в ноги абрикосы. Пусть жажду утолят нам росы, но чем нам не Эдем, Анапа. Так. Ну, на этом я свою трансляцию заканчиваю. 2 часа валял дурака. Всего вам доброго. Мирного неба над головой. Пока-пока.